Это видео будет у нас под таким кодовым именем, о чем говорят апексы. В принципе, просто хочется с вами немного пообщаться, потому что давно уже не было влогов, давно не было контента с каких-то буткемпов или лан-турниров. И, в принципе, интересно узнать, чем вы занимаетесь, кроме того, что играете в Apex вот прямо сейчас. Я прыгаю на турничке. Я пожал уже на одной сотку. руке научился подтягиваться снова, так что... А я сотку пожал. А я выздоровел. Мне, конечно, хочется узнать, Дима, как вообще ты обнаружил то, что у тебя ковид, и, собственно, как ты лечился, через какие ты прошел этапы на пути к выздоровлению, и как ты вообще чувствуешь себя сейчас? Короче, если говорить в целом, повышенная температура, появилась усталость. Еще у нас в этот момент шли вроде как квалификации на GL-лигу и так далее. Это все вместе совмещалось, я пытался понять, в чем проблема. В один момент я понял, что стоит просто идти сделать компьютерную томографию грудной клетки, то есть понять, из-за чего температура. То есть если это ковид, то это, скорее всего, воспаление, грубо говоря, пневмония легких. Сделал томографию, понял, что пневмония, и понятное дело, что это ковид, потому что у меня начало пропадать, грубо говоря, обоняние, немножко вкусовые и так далее. И появились там побочные симптомы, там, по типу сыпи и прочих, которые есть с ковидом. Обратился к врачу, врач выписал определенный, грубо говоря, цикл лечения, там, 10-дневный. Я хочу поправить тебя на секундочку, Димон. Давай. Ты сказал, что у тебя пропало обаяние. Обоняние у тебя на месте всегда. Спасибо, Никитас. Обоняние, да. Короче, 10-дневное лечение, там, антибиотики, что-то еще, короче, много уколов, там, ежедневно. И спустя 10 дней я уже начал чувствовать реально очень хорошо, допил там, грубо говоря, недавно курс антибиотиков последний, и в целом я уже полностью здоров. Насколько, получается, ты выпал из вот этого вашего привычного ритма игрового? Ну, именно не играл, я больше, 10 дней не играл именно вообще в игру. И до этого он еще неделю уже страдал. Да, и до этого неделю прям реально чувствовал себя очень плохо. То есть я старался максимально мало играть, играл только очень что-то важное. Как получилось, что ты оповестил команду, и вот вы же подбирали очень оперативно игроков замены? Ну, я оповестил сразу же, когда я узнал об этом, по факту. То есть, что у меня, собственно, ковид, и мне нужно реально лечиться, желательно вообще не напрягаться и лежать. И команда начала подбирать замену, но там были сложности из-за того, что не всех допускали на замену на тех турнирах, в которых мы их играли уже. Скажите поподробнее, может капитан ваш рассказать? И почему вообще выбор пал на вот этих ребят, которые, собственно, с вами играли? И что больше всего интересно, это, собственно, как Илидан появился в вашем трио? Секунду, я налью себе стакан воды. Что тут сказать можно? Кучу проплееров забраковали. Какого-то плеера, думаю, кто знает, тот поймет, не отпустила ситуация, ему не разрешили играть с нами. Каких-то организаторы с турнира не пускали, потому что они уже участвовали на турнире. Участвовали условно на первом, потом вышло так, что они уже не участвуют по типу Хрона. И с Хроном нам играть нельзя было, то есть организаторы не давали. У нас не было каких-то больших вариантов, был Илидан, был Нэш, и по факту больше никого не было. Ну и все, и мы играли какой-то турик с Илиданом, какой-то турик с Нэшем. Как давно вы вообще с Ильей знакомы? С Илиданом я знаком с года 2013, когда еще играл в Доту, а со мной Илидан знаком с Зимой. У вас просто достаточно колоритно получилось такое трио. Все уже знают, что одно из недавних изменений в составе — это то, что вы теперь без тренера. И вот интересно, рассматриваете ли вы кого-то на эту позицию вместо Сайфера? И, может быть, или Дана, нет? Может быть, а может быть и нет. Так, кто знает, блин. Кто знает, да. Что в головах у этих киберспортсменов молодых, гребаных. Ну, вообще, правда, интересно, почему так получилось с Сайфером. И вот он сейчас полностью сфокусировался на Квейке. Насколько все видят, он очень много, очень активно играет. И неужели уже Апекс его не интересен или в чем дело? Сайфер очень много знаний своих в нас вложил и действительно, многое нам дал.
но Сайфер, он до сих пор профессиональный игрок и хочет оставаться профессиональным игроком. Это, 1,000,000%. Лучше было в любом случае разойтись и ему продолжать идти по своему пути самурая, так сказать. Как вы думаете, вообще нужен ли вашему составу тренер? Просто вот судя по топ-14 JLL Masters Summer, то что-то точно нужно уже делать, да? Расскажите мне, что пошло не так. Окей, я начну. Плохой перформанс в плане личного скилла. Очень много нубских ошибок, которые действительно нубские, не стоят финалов. В плане механического скилла, периодически в плане принятия решений, в скорости принятия решений, в уверенности. И вот эта вот уверенность, она влечет за собой ряд проблем. И самое основное, опять же, это нубские ошибки. Вот лидерами как раз последнего онлайн-турнира были North и Alliance. И ты думаешь, они выигрывают на уверенности? Очень сильно механически сейчас они играют. Очень много попадают, и когда ты очень много в этой игре попадаешь, тебе очень много сходит с рук. Просто, может быть, даже такой фактор, что все игроки выросли, а мы играем точно так же. И у нас проблема не в том, что мы не перестреливаем, а в том, что мы решения очень часто принимаем ненужные. То есть половина игр проигранных была из-за нового сетапа, потому что кто-то где-то что-то не нажал, а другая половина была проиграна, потому что просто были банальные решения, ненужные совершены. Ответственность за принятие решений несут все, или у вас все-таки есть лидер? Я и Дима. Да, мы двое. Не могу что сказать такого конкретно, учитывая, что я с полмесяца болел. У меня сейчас пока что только дикое желание продолжать. Поэтому я смотрю на все это больше как на некий этап достижения чего-то нового. Красиво говоришь, блин. Это правда достаточно такая мотивирующая получилась речь. Просто вот Кирилл сегодня во время съемки предыдущего видео сказал такую фразу: «Меня и так уже все ненавидят». Чем обоснуешь это? Почему ты так думаешь? Это как в доте, там условно решают пики, да? Куча команд, в которых, насколько я знаю, решают пики несколько человек. А все таки, Пупей, конечно, говна напикал. Но то же самое и тут. Если мы там условно пошли запушили, то это только я виноват. Если мы запушили и умерли, это 100% я виноват. Ты просто замечаешь какой-то большой поток негатива в свою сторону? Этого сейчас хватает. На тебя это как-то сильно давит или абстрагируешься? Научился абстрагироваться. Хорошо, что это происходит сейчас, во время всяких там онлайн-турниров и тому подобного, но это хороший опыт. Я думаю, Никита умеет уже, а я научился абстрагироваться от этого. Вот я просто слышу от вас много слов про уверенность в себе, про то, что как-то себя зарядить. Не думали, что, может быть, команде не хватает скорее какого-то психолога или помощи именно не в игровом плане, а вот во внеигровом? На самом деле, вот голова и руки, они между собой же связаны очень сильно. И то, что у тебя происходит в голове, если там происходит что-то плохое, то ты играешь, соответственно, намного хуже. Расскажите, что у вас ближайшее по планам, по турнирам, и вообще там нет никаких инсайдов, когда уже соревновательный Apex может будет возвращаться в LAN-режим, потому что все-таки уже осенью, наверное, первые турниры к нам вернутся. У нас сейчас по планам ЛГС доиграть. То есть мы до сих пор на него не прошли. У нас есть еще несколько попыток. Нам очень хотелось бы, и мы будем делать все возможное в наших силах, чтобы попасть туда. Если мы попадаем, опять же, мы играем в финальную стадию, то есть плей-офф. Зарабатываем миллионы денег и едем на отдых все вместе на Гавайи. Ко мне. На Гавайи, да, к Никите. В Беларусь? Да. Если же у нас ничего не получается, то мы тогда берем деньги с Кракова, которые у нас еще лежат вот с этих твичконов всех, и все равно летим на Гавайи. Да, мы на Гавайях будем играть. Надеюсь, что у вас там пинг не подведет. У нас сейчас в Беларуси пинг будет похуже, чем на Гавайях. Какие-то интересные покупки мы же делали за последнее время, потому что люди сидели на карантине дома, скроллили сайты онлайн-магазинов и развлекались таким способом. Я купил себе мультиварку. А вы купили этот умный пылесос? Да. Я тоже очень хотел его купить, но потом завел чуть-чуть поглупее пылесос. Осуждаю. Блин, я ничего не купил.
Как Вы же? просто сидите дома, ничего не происходит. А я купил. Только времени нет. Я собрал второй компьютер для стримов. Вот так вот. Тоже хочу собрать себе второй компьютер для стримов, если кто-то вот хочет мне с этим помочь, там, может быть, собрать мне компьютер там или сделать большую скидку, я, так сказать, могу это тоже что-нибудь сделать взамен. Жду, так сказать, к себе на почту, либо, может быть, ну, большие же всякие они пишут на почту, либо я жду еще ВКонтакте, можно в Инстаграме, я все читаю. А вообще, пока вы сидите дома, скоро Ниндзя уже дропнет еще один коллаб с Адидасом. И вот в свете этого я решила у вас спросить, если бы вы делали коллаборацию с каким-нибудь брендом, то с каким? С Луи Виттоном я украл у Никиты. Что же Нет, ты не теперь Луи ответишь, Виттоном. Никита? Не с Луи Виттоном. Тогда я не с Луи Виттоном. В смысле? Я думаю, тогда с Литковской. Мне Да, нравится рекламная худи у цена. них очень крутая. Реза говорила про мерч. надо больше. Что бы вы хотели, чтобы появилось в линейке мерча Нави? Можешь Кроссовки что-нибудь, уже хотелось бы, конечно же. Носки. Хочется Согласен. уже кроссовки себе, Нави. Чтобы Да, прям вот кроссовки, весь носки. набор: штанишки, маечка и кроссовки И крутые. полотенце. Я думаю, можете трусов не набрать, хватает. Как Кельвин Клайн, только такая Да, желтая такой Нави, полоска, Нави. да. Типа Желто-черная. Born to Win. И Born to Win Нет, чтобы она написано. так А я хочу, чтобы- переливалась. А я хочу, чтобы у меня на заднице никнейм был написан. Неплохо. Да, вообще топово было бы. Так, слушайте, ну, в принципе, идеи у вас, конечно, классные. Ваши планы мне тоже понятны. Поэтому я думаю, Я что дизайнером самое одежды время- стану, Надь. Знаешь, тут все таланты очень appreciated, Appreciated. Оценили. поэтому, да, рисую эскизы, присылай на почту, будем отправлять нашему руководителю отдела мерча и обязательно запускать производство. Поэтому давайте, ребята, вы сейчас обратитесь к фанатам, которые настоящие фанаты Аниглоры, и скажете им пару слов, мы закончим это разговорное видео. Спасибо огромное вот настоящим фанатам, так сказать, которые, независимо от результатов, продолжают болеть за нас. Очень приятно находить такие сообщения в куче, так сказать, всего остального. Это действительно мотивирует. Я благодарю фанатов. Фанаты, родные мои, солнышки, малыши любимые. Спасибо вам большое за поддержку. Она, правда, очень много значит для нас. Потому что киберспортсмены, они не киборги, понимаете? И когда они проигрывают... То есть некоторые, да, проигрывают, им плохо, но мы очень много работаем, и когда такое происходит, очень тяжело. И эти слова поддержки для нас реально много значат. Особенно, когда надо идти спать. А спать киберспортсмены лучше получше. Вот, поэтому спасибо вам за вашу поддержку. Да, тоже вот момент главный, что не стоит забывать, что все мы люди. Я тоже хочу сказать, что настоящие фанаты, спасибо, что вы остаетесь людьми, потому что вы понимаете истинную натуру. Я думаю, на этом моменте мы можем закончить. На такие видео Пожалуйста. больше не зовите, короче, этих двоих, я буду один все делать.